Добрый день, дорогие слушатели и зрители. Знаете, у памяти есть свойство как-то все притуплять, а лучше сегодня расскажу. Просто так повезло, что я вчера оказался в Южном Тель-Авиве во время террористической атаки. Наверное, мне больше повезло чем тем, кто был в этот момент на границе с Газой, кого похитили и застрелили. Но вот прям по мне летели ракеты, да. Ну, прям рядом где-то что-то взрывалось. Как-то так свезло, что здесь была одна из точек полета этих ракет. Извиняюсь, я закурю. Неожиданное, конечно, впечатление. Прямо скажем, и очень горькие. Дочка моя списывалась, созванивалась с девочками из Мариуполя и в Одессы, беженками, которые сейчас в Европе, узнавать всякие премудрости, и как правильно выбирать укрытие, чтобы в укрытии не должно быть газовых баллонов, не должно быть газовых труб, взять с собой воду, вот это все и так далее. То есть дети 15-16-летние делились опытом, да? Даже как-то неудобно говорить, что на меня это все произвело впечатление, вчерашнее мероприятие. Поэтому я не буду отдавать оценок, я расскажу. Есть такое приложение, которое показывает, где бомбежки. И оно периодически пищало. И было видно, ракеты летят по Сдероту, ракеты летят по Ашкелону, ракеты летят сюда. В доме на каждом этаже, у меня многоквартирный дом, в котором я живу, видите, здесь квартира. Прямо на этаже бомбоубежище, приспособленное под атаки бомбами и под атаки газовые. Там двери закрываются, выходы, все оборудовано. Вместе со мной там вот на этаже было человек 7-8. Я даже сделал фотокарточку случайно на нервной почве, но я не буду ее публиковать, потому что у меня нет разрешения. Девочки с собаками, пары, такие все в основном моложе меня. Когда был перерыв между тревогами, люди выводили на улицу собак. Собаки же не виноваты, что люди такие мудаки. В общем, к середине ночи все закончилось. Я имею в виду, налет закончился. А так, конечно, все продолжается. Что я по этому поводу хочу сказать? Какое-то очень волшебное будущее мы оставляем нашим детям и построили. Они уже в 15-16 лет прекрасно ориентируются, как нужно прятаться в бомбоубежищах. Когда я говорю «мы», не то, что это оборот речи. Понимаете, в чем дело? Вот есть моральные уроды, да? Они и моральные, и физические уроды. Посмотрите на этих аятоллов, на этих террористов, да? На всю эту кремлевскую свору, да? Понимаете, они уродцы. Они ведут себя адекватным уродцем. А они не могут себя вести иначе. То есть, наверное, могут, но это будет исключение. А так они адекватны сами себе. Люди без мозгов, без красоты, без прошлого, без будущего. И спрашивается, где собственно говоря, красивые и благородные герои тех самых фильмов, супергерои, мудрые разведчики, мудрые моссадовские разведчики, которые сейчас просрали это гигантское нападение, да? Где армейские, да и не только в Израиле, где, собственно, весь мир. Израиль, конечно, сейчас будет разбираться, но весь мир спокойно терпит этого уродца Путина. Сколько лет уже, и находит какие-то объяснения. И такие вещи будут прилетать, понимаете? Находят этим объяснения. Какие объяснения? Понятно, за бабками все гонятся. Но за бабками гонятся люди тоже, в общем-то, которые не представляют сами для себя самоценности. Которые не торгуют с Путиным, торгуют с этим упоротым Китаем. С теми же аятоллами покупают у них нефть. Деньги все качаются сюда, террористам. Туда, путинским террористам. И спрашивается, красивые, умные и продвинутые, как мы с вами. А вы-то где? А мы-то где? Дети уже ищут. И дети уже знают, как прятаться в бомбоубежищах. Всего.